Привет, ребята! Это я, Наташа, и сегодня в этом видео вы услышите третью, уже последнюю часть сказки Машака «12 месяцев». Кстати, ребята, хотите ли вы больше таких сказок? Может быть, у вас есть какая-то сказка, которую бы вы хотели, чтобы я вам прочитала и объяснила? Пишите в комментариях, хорошо? Ну а сейчас приступим к сказке Машака. «Ну что?» — спросили ее мачеха и сестра. «Уже домой вернулась? А подснежники где?» Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Ах! Да где же ты их взяла?» Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают. Нет, я не знаю, качать, наверное, не так. Надо качать вот такой вот, не может быть, как бы, какое чудо. Верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких. Ворох, ну, значит, ну, вот такая вот как бы кучка, да. Так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают: «А больше тебе ничего месяца не дали?» «Да я больше ничего не просила». «Вот дура так дура», — говорит сестра. «В кои-то веки со всеми 12 месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Ну, будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, у четвертого свежих огурчиков». «Умница, доченька», — говорит мачеха. «Зимой земляники да грушам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили». Выручили, значит, ну, заработали. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку. Уж тебя они не проведут. Провести, значит, как бы обмануть. Хоть их 12, а ты одна. «Где им?» — отвечает дочка, а сама руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит: «Рукавички надень, шубку застегни». А дочка уже за дверью убежала в лес. Идет по сестриным следам, торопится. Скорее бы, думает, до полянки добраться. Лес все гуще, все темней, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. Стеной стоит, это значит, ну, столько много, что как будто как стена. Этот бурелом, ну вы помните, бурелом — это деревья, которые были повалены бурей, да? Значит, столько их много, что, ну, как стена, как будто надо обходить все. «Ох, — думает мачехина дочка, — и зачем только я в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи да мерзни, еще пропадешь тут». И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек. Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек. Шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят 12 братьев, 12 месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, ну, значит, не сказала ни здравствуйте, ни привет, вообще ничего не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться. Замолчали братья-месяцы, тихо стало в лесу, и вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. «Ты кто такая?» — спрашивает. «Откуда взялась?» «Из дому», — отвечает мачехина дочка. «Вы нынче моей сестре целую корзинку подснежников дали. Вот я и пришла по ее следам».
Сестру твою мы знаем, говорит январь месяц, а тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала? И в глаза не видали, значит, что вот в глаза видали, это имеется в виду, что вообще никогда они ее не видели. Да, вот она, потому что она всегда только лежала на своей перине, значит, только лежала, отдыхала, спала и вот пряники ела, и никогда даже не выходила на улицу, по тому месяцу даже ее никогда не видели. Так вот, спрашивают у нее, ты зачем к нам пожаловала? Пожаловала, значит, зачем ты к нам пришла? За подарками. Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыплет. Да покрупней, значит, крупнее, чтобы была бы земляника не какая-нибудь мелкая, а вот такая, ну, побольше. А июль месяц огурцов свежих и грибов белых. А месяц август яблок да груш сладких. А сентябрь месяц орехов спелых. А октябрь... Погоди, говорит январь месяц, не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь лезу хозяин, 31 день здесь царствовать буду. Значит, царствовать, значит, буду здесь царем, ну, как бы я буду здесь главным. Все будет так, как я скажу, как я буду. Все будет по-моему. Я буду царствовать. Ишь, какой сердитый, говорит мачехина дочка. Да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега да инея, ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. Ищи лето зимой, говорит. Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до неба, заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяца сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка. «Перестань!» — кричит. «Хватит!» Да где там? Кружит ее метель, глаза ей слепит. Дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело ее снега. Значит, это такой сильный ветер поднялся, когда январь махнул своим рукавом. Рукав, это, знаете, вот когда у вас одежда, здесь рукав. Да, у меня сейчас здесь нет рукавов. Ну так вот, а у него был такой большой, значит, широкий рукав. И он как махнул, поднялся ветер, целая буря. Такая сильная, что просто вот этот ветер поднял дочку вверх, да, и потом она свалилась в сугроб. И замело ее снегом, значит, еще ветер подул, и снег ее засыпал. А мачеха ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала. Нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень? Ну, значит, что вот погода такая, значит, метель, все метет, это, представляете, снег постоянно, это очень туда плохо, тяжело что-то увидеть, когда снег так вот летает, да, из-за метели. И темень имеется в виду, что очень темно. Ходила она, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они обе в лесу лето ждать. А падчерица долго на свете жила. Большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад. Да такой чудесный, какого и свет не видывал. Свет не видывал, это значит, свет это как бы мир, да, значит, как бы мир такого еще сада не видел, значит, никто еще никогда такого сада не видел. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды. Поспевали ягоды, значит, вырастали ягоды. Наливались яблоки, груши наливались. Это имеется в виду, что наливались соком, да, когда яблоки спеют, они наливаются соком, становятся сочными, что вы, когда кусаете, просто сок течет, да. Так вот, в жару было там прохладно, в метель тихо. У этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят, говорили люди.
Кто знает, может, так оно и было. Вот и сказки 12 месяцев конец. А кто слушал, молодец. Ну вот, ребята, вот и вся сказка. Не забудьте зайти на мой блог, там вы найдете всю эту сказку вместе с английским переводом, потому вы можете там поучиться, попрактиковаться, читать по-русски. Я также хочу вам еще там сделать, надеюсь, я сделаю сегодня еще маленький словарик самых сложных слов, чтобы вы могли бы что-то выучить новое. Да. Ну все на сегодня. Увидимся в следующую пятницу, не скучайте. Пока.